Всем привет! Меня зовут Ева Хардам, и это мое первое видео. На самом деле, для своего первого видео я выбрала другой формат, но мои планы успели поменяться. В моей жизни наступил интересный период времени. Интересный в кавычках. Это период сдачи экзаменов, а точнее, сдачи ЕГЭ. Я решила, почему бы мне не сохранить эти воспоминания в формате видео. И вот так оно появилось на ваших экранах. Надеюсь, вам будет интересно его смотреть. Приятного просмотра! Девчонки смеются в чате. А вы очень умны. Вообще-то да, есть парни, которые должны ответить поддержку. Нет, есть специальное слово, поэтому предложение должно стоять в содержании. Да. Как, например, в примере. Ни корабля, ни да, ни не падеж. Ни надежда, ни не падеж. Еще раз. В произведении «Война и мир». Ну, в «Войне и мире», например. Надеюсь, я нормально выгляжу в кадре. Так вот, я написала русский. Ладно, сам вариант. Там были пару сложных моментов. Я 15 минут сидела и думала, правильно будет сливовый или сливовый. В итоге я молодец, я написала правильно, но все же. Но самый сок не в этом. История 1. Меня отказывались впускать на экзамен. Я прохожу через вот эту, рамку. Я вставлю где-нибудь фотку. Вот. Но вы, наверное, понимаете, о чем я. Прохожу через нее. Она пикает. Меня заставляют снять все мои кольца. Я говорю, серебро, оно не должно пикать. Мне говорят, все равно снимай все свои железяки. Я снимаю, прохожу. Оно продолжает пикать. Мне уже больше нечего снимать. Они смотрят на мою обувь и говорят такие, ну мы не знаем, что у вас там может пикать. Типа намекает, что у меня в обуви. А у меня у обуви примерно вот такой вот каблук. Скорее не каблук, а подъем. Но что-нибудь примерно тоже вставлю. Вот. Они что думают? Я разрезала свою обувь, вставила туда телефон и заклеила обувь? Так что ли получается? Я не понимаю их логики, правда? В итоге мне сказали, стойте, ждите. Я стою, жду. Бурчу себе под нос, конечно. И что за беспредел там подобное? И какая-то девушка-женщина, которая тоже проверяющая, рядом стояла, она говорит, типа, вот подойди к тому мужчине, он тебя проверит, все нормально. Вот. А у того мужчины была уже вот эта проверялка, которая в руках держит. Ну и опять где-нибудь ставлю фотку. Вот. Он меня проверил этой штукой. Что вы думаете? Ничего не пропикал. И меня просто пропустили. Я не поняла, что это вообще было и почему это было. Но оно было. История 2. Туалетная. Первое видео я уже рассказываю туалетные истории. Какой ужас. Так вот. Ну, все мы знаем, зачем мы выходим в туалеты на экзаменах, да? Чтобы в туалет сходить, да. Но на самом деле, если честно, на русском мне даже не понадобились мои шпаргалки, так что я вышел чисто в туалет. Там нет кабинок туалетных. Там, коридор. Ты сначала заходишь в туалет, там раковина, комнатка с раковиной. Потом открываешь дверь, там туалетная комната. Там есть коридор. 4 унитаза в ряд. И стенки. Ну, примерно высоты 2-2,5 метра, что такое. Дверей нет. То есть ты, например, проходишь в дальнюю кабинку и смотришь на всех, кто в первых 3 кабинках. Я кабинки это называю, кто сидит на первых 3 унитазах. Так назвать, что ли? Я уже была в этой школе. Я не писала, я сдавала устный пробник по английскому. И там все было еще хуже. Там стенки между унитазами были примерно вот такого роста. Я
примерно 150. Не я 150, я примерно 155. От стенки, ну, может, 150 были примерно. Тоже без дверей, без всего. Ужас, я не могу. Я бы даже учиться там не смогла. Серьезно, мне некомфортно было просто сходить в туалет, а учиться там и ходить каждый день в такой туалет, извините меня. No, guys, no. Примерно такие впечатления от ЕГЭ по-русскому. Все, что мне есть рассказать, это как меня не пускали и какой ужасный там туалет. Да. Нас сегодня снимается двое. Я пытаюсь найти оригинальные backgrounds для видео, но получается примерно вот такое. Я вышла с математики, и мне нечего рассказать, если честно. В этот раз рамка не пищала, потому что это было в другой школе, меня спокойно пропустили. Так что я думаю, это действительно связано с чувствительностью рамки. Сам экзамен я решила все за полчаса. Ради приличия полностью перерешала вариант. Это заняло еще 20 минут. Потом прогулялась в туалет, умылась. Мне просто было стыдно уходить спустя полчаса после начала экзамена. Поэтому я перерешала, поэтому я прогулялась. Но спокойненько все переписала в бланк. И примерно через час после начала экзамена уже вышла. А потом пошла кушать. Вкусно покушала, кстати. Если это кому-то интересно. Теперь направляемся к обществу. 8 июня. Прошу обществознание. И, честно сказать, все очень хреново. Все, кто не говорил об этом варианте, который я писала, все говорят, что он нормальный. Так что, видимо, это я настолько тупая, потому что для меня он нифига не оказался нормальным. У меня было с собой около 7-8 листов знаний. Назовем это так. Да, конечно, в каких-то моментах они мне помогли, я этого не отрицаю. Но я не знаю. Я правда не знаю, какие результаты ожидать от себя. Лично я разочарована в своих знаниях, потому что к обществознанию я готовилась дольше всего, с весны 10 класса. Столько времени потрачено, столько денег, столько нервов, чтобы получить вот такие хреновые результаты. Это очень даже обидно. Ну, мне остается только ждать результаты и надеяться на лучшее. Я не знаю, что еще сказать. Because of men, это не те men, о которых вы подумали. Если что, слово men переводится просто как мужчина, не просто из-за мужчин. Мужчина не
Пупсик любимый. Да. Вот и прошла письменная часть английского. И, если честно, я написала ее так же хреново, как и общество. Будем честны. Я тупила на элементарном. Я затупила на письме. Я сама себе поражаюсь. Я вроде как его, конечно, написала, но все еще не уверена в его правильности. Я не уверена в правильности всего, что я написала. Как-то так. Теперь остается ждать устной части в пятницу и удручающих результатов. Бу. Да, я под столом. Я имею право быть под столом, потому что я сдала все свои экзамены. Здесь могла бы быть хлопушка, но я знаю, что мне лень будет убираться, поэтому я ее не хлопаю. Английский устный, который я сдавала сегодня, wasn't so bad as I thought, you know? That's so cringe to speak English. Я уже вставляю свою реакцию на результаты русского и математики, но я очень боюсь записывать реакцию на английский и общество, потому что я начну рыдать прямо на видео из-за низких результатов. Я надеюсь, что устная часть английского мне хоть что-то компенсирует, но я не уверена. В любом случае, ждем результатов. А! 86! Ева, поздравляю!
На самом деле это так странно. Я начинала записывать видео с одним цветом волос, заканчиваю записывать с другим цветом волос. Так я еще и не успела сфоткаться для заставки. И получается, на заставке я буду с рыжими волосами, люди начнут смотреть видео, а я там с блондом. Ну ладно, почему нет? Боюсь, пришло время прощаться, видео заканчивается. Надеюсь, вам было интересно его смотреть, ведь лично мне было очень интересно его снимать. Ставьте лайки, комментируйте видео, подписывайтесь, колокольчик нажимайте, все эти ютуберские штучки, you know, yeah? She was so cringe, oh my god. Совсем скоро мы с вами встретимся в новом видео, так что до скорой встречи. Всем пока-пока!